Очень хочется шашлыка, значит, надо срочно его приготовить. Тем более погодка просто шепчет. Разожги и пожарь. Помощники на месте. Можно смело начинать. Ну, чтоб дело спорилось. Лучше, на мой взгляд, розжиг. Обычное растительное масло. Когда я быстро хочу пожарить шашлык, я чаще всего использую именно этот рецепт. Срезаю все лишнее. У меня здесь свиная шейка, на ней присутствует жилка, ее надо убрать. Кстати, можно мариновать таким способом и свиную шейку, как у меня, и баранину. Мясо нарезаем на порционные куски привычного размера. Смотрите, просто мрамор, идеально. Оставшийся процент налоговой службе. Мойте руки после животных. Мясо нарезали, теперь лук. Пока я переложу мясо в посуду, лук начнет пускать сок. Потом я его немножко пожму, и все будет четко. Отлично. Не знаю кто как, а я мясо солю в процессе. Солю из расчета 1 чайная ложка на 1 килограмм мяса. Здесь у меня 2 килограмма с хвостиком, 2,5 чайные ложки. И чтобы не забивать вкус шашлыка, из специй я добавлю только черный молотый перец. Далее, засучив рукава, все тщательно перемешиваю. Для тех, кто впервые на моем канале, объясняю, зачем я это делаю сейчас. А все очень просто. Делаю это для того, чтобы кристаллики соли, которые я посыпал на мясо, в процессе перемешивания они растворились и впитались в мясо. А понять, впиталась соль в мясо или нет, очень просто. Вы перестанете ощущать те самые кристаллики подушечками своих пальцев. Значит, все готово. На следующем этапе отправляем в форму лук. Или в форму, или в посуду, это как хотите. Немного его пожму. Он уже стал более мягкий. Соль делает свое дело. Ну и специально для тех сектантов, считающих, что соль вытягивает сок из мяса, то есть мясо делает более сухим шашлык, добавляем немножко обычной питьевой воды. Делаю это из расчета 70 мл примерно на 2,5 килограмма мяса. Вот теперь перемешиваем в финальный раз. Ну и предвосхищая ваш вопрос относительно температуры воды, обычная холодная вода. Вроде бы ничего не добавляли. Соль, перец, лук и мясо, а аромат стоит невероятно. Пахнет приятно, конечно. В общем, смотрите, водичку, что мы добавили, она сразу впиталась в мясо, то есть ее нету, как вы видите. Потом, после приготовления, мясо останется сочным и вкусным.
все готово. Теперь накрываем крышкой и засекаем минимум 1,5 часа. Можно оставить и на ночь, он будет только вкуснее. Шашлык, как говорится, шашлыком, но без гарнира-то нельзя. Займемся его приготовлением. Особенно мудрствовать я тут не буду. Возьму картошки и богатый кусок сала. Шкурку с сала я обычно срезаю, чтобы все получилось гораздо нежнее. Ну, если любите жареную шкурку, можете ее оставить. Сало нарезаю на такие пласты. Делаю это прям потолще. В процессе приготовления надо, чтобы оно выпаривалось и впитывалось картофелем. Поэтому сильно тонко резать не нужно. Нарезали вдоль. Теперь нарезаем поперек. Должны получиться такие красивые ровные квадратики. Без помощников сегодня никуда. Следом идет картофан. Ну, тут тоже все просто. Делаем 3 больших куска. И сразу же одеваем на шампур. За ним сиротский кусок сала. Потом серединка. Прям плотненько прижимаем. Также сальцо. Красиво, да? Я знаю, что красиво. И закрываем. Так должно получиться. Это уже выглядит очень аппетитно. Барбин не даст соврать. Солить отдельно картошку смысла я не вижу, так как сало соленое. Ну и чтобы наверняка быть уверенным, что картофель пропечется, возьмем фольгу. Обязательно веточку укропа лишнее срежем. И теперь заворачиваем. Много фольги не надо, буквально на пару оборотов. И края потуже заворачиваем. Красиво. Очень. Шедевр. И, естественно, гарнир ставлю на первый сильный жар. Если вы обратили внимание, я даже не разгребаю уголь. Ставлю как есть. Разгребать мы его будем потом, когда поставим мясо. В общем, поставили и засекаем ровно 5 минут. Через 5 минут переворачиваем и засекаем еще 5 минут. Так делаем 4 раза. Четыре оборота сделали. Далее отставляем картошку в сторону. Дадим фольге немножко остыть. И затем ее снимем. Тем временем разгребу уголек и подготовлю для шашлыка. Жар хороший. Ну, естественно, думаю, не стоит говорить, но я скажу. Снимаем фольгу очень аккуратно, потому что можно обжечься соком, который вытопился из сала, или жиром, как хотите. Опа! То есть картошка, как вы видите, снялась великолепно легко, она уже готова. Нам осталось лишь ее зарумянить. Ставим обратно картошку на угли. И сразу же вдогонку мясо. Самый лучший натюрморт, на мой взгляд. Аромат какой. С шашлыком, друзья, как всегда, первую минуту переворачиваю мясо 2 раза, чтобы белок на поверхности свернулся и мясо осталось сочным, восточным. Ах, каким вкусным. Мясо посветлело. Именно то, что нам нужно.
особенно завесила. Да, не зря же вас любят. Момент настал, братцы. Можно снимать. Шедевр. Покажи, как зарумянилось. Ну, как водится, кусочек лаваша. Снимаем. О, сочно-восточно. Красотень. Но сразу налетать мы пока не будем. Я посыплю все это делом маринованным лучком. Так, отлично. И сюда тоже. Так. И накрою лавашом, чтобы мясо немножко пропарилось. А тем временем можно наполнить бокал. Так, на краешек. Где мой лавашек, которым я снимал. Так, сюда немножко лука. Опа. Комментарии здесь излишние, я думаю. Идеальный вкус ничем не забитого шашлыка. Вот попробуйте один раз сделать так. Соль, перец, лук. Ну, конечно, как же без картошечки? Вы что? Я же помню, что все надо попробовать. Нежнейшая картошка. Такой гарнир мне нравится. Всем здоровья и приятного аппетита.